Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке вяжем оригинальный, потому что вяжется очень интересно, двуцветный узор крючком. Интересно, но не сложно. Вязать буду из шнурочка Карамель Бэби 2 мм. Использую два цвета и вяжу крючком номер 3. Итак, начинаем. Итак, нам необходимо набрать количество петель, которое делится на 5 минус 1 петля. Я наберу 24 петельки для образца. Так, для образца набрала 24 петли. Делаем накид и 1, 2, 3, 4, 5 в пятую петельку. Провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый провязали, второй и третий. Считаем здесь четвертую петельку. 1, 2, 3, 4. И провязываем столбик без накида. Далее набираем 1, 2, 2 воздушные петли и в соседнюю петельку провязываем, смотрите, не в эту, а в соседнюю, провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Четвертую провязываем столбик без накида. Вот получается у нас вот такие вот как бы бугорочки. Снова провязываем 2 воздушные петли, а в следующую петельку 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Итак, отсчитываем на нашей воздушной цепочке 1, 2, 3, 4. Четвертую петельку и провязываем столбик без накида. Снова 2 воздушные петли, накид, и снова в соседнюю петельку мы провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Далее у нас остается как раз 1, 2, 3, 4 воздушные петли до конца нашей воздушной цепочки. В последнюю петельку мы провязываем столбик без накида и делаем воздушную петельку. Далее берем шнурочек другого цвета и начинаем вязание не там, где мы закончили вязать темным цветом, а с другой стороны. Протягиваем ниточку, делаем воздушную петельку и еще сюда же провязываем столбик без накида. И далее мы вяжем столбики без накида под каждую косичку. 1, 2, 3 и 4. 3 воздушные петли делаем и снова поднимаемся над бугорком, провязываем 1, 2, 3, 4. Смотрите, сразу над первым столбиком. Вот у нас были воздушные петли в предыдущем ряду, мы над первым столбиком провязываем 1, 2, 3 и 4 столбика без накида. Вы можете сочетать ваши любимые цвета. Будет очень красиво, когда вы используете два любимых цвета. Они так интересно переплетаются. 1, 2, 3 воздушные петли. И снова смотрите, 1, 2, 3, 4. Провязываем вот над первым столбиком. Столбик без накида. Первый, второй, третий и четвертый. 3 воздушные петли. И снова то же самое проделываем. Идем до конца второго ряда. Сейчас покажу еще, как будем менять цвет. 2, 3,
провязываем 4. Смотрите, мы когда заканчивали первый ряд вязать, делали воздушную петельку в конце, вот так подтянули, и петельку темную протягиваем через светлую. Так, и теперь переходим на вязание темным цветом. Делаем 3 воздушные петли. Смотрите, и сюда провязываем 2 столбика. Раз, два, 2 столбика с одним накидом. Вот таким вот образом. Вот здесь у нас была арочка из 3 воздушных петелек. Идем и закрепляем, провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, и в эту арочку 3 столбика с одним накидом. 2, 3. Снова идем в арочку, закрепляем, провязываем 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Раз, 2, 3. В арочку закрепили, снова 2 воздушные петли, провязываем 1, 2, 3. Так, и вот в эту нашу последнюю петельку мы провязываем столбик без накида и 1 воздушную петельку. Вытягиваем, потому что сейчас с вами переходим снова на светлый наш шнур. Получается так. Смотрите, здесь мы снова будем провязывать 1, 2, 3, 4. Вот сюда идем в воздушную петельку и выхватываем нашу ниточку светлого цвета, вытянули, провязали, воздушная петля и столбик без накида. Сюда, да, потом провязываем 2 столбик, 3 и 4. То есть сейчас повторяем точно так же, как мы вязали 2 ряд. 3 воздушные петли и 4 столбика без накида, начиная с 1 столбика с накидом предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 воздушные петли и снова 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 воздушные петли и снова провязываем 4 столбика. Еще раз покажу, как перейти на новый ряд, а далее будете вязать самостоятельно. Далее все понятно. 3, 4. Стягиваем эту петельку, делаем маленькой. И вот мы ее сделали маленькой и протянули через нашу светлую петлю. Да, теперь переходим на темный цвет, снова вяжем 1, 2, 3, 3 воздушные петли и вот сюда провязываем 2 столбика с одним накидом. Это в начале, да, в арочку закрепляем столбик без накида и, как обычно, мы вяжем 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Все, снова закрепляем в арочку и вяжем так далее, как я вам показывала. Вот какой получается узор. Вот такой получается двуцветный узор. Он двусторонний. На второй стороне немножко по-другому смотрится, но можно носить как на одну, так и на другую сторону. Смотрите, какой красивый. Очень красиво из него будет связать, например, шарфик или плед, одеялко. Все что угодно. Поэтому, если вам полезен был мой видеоурок, мастер-класс по вязанию вот такого двуцветного узора,
который можно вязать не только из шнура, но и из пряжи. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!